Любой человек, который приезжает в старинный российский город, он обычно сначала жалуется на однообразие пейзажа. Небольшие холмики, березки, осинки, кое-где уже сосновый лес начался, монастыри, избы бесконечные. Что тут смотреть? Но если взглянуть на социально-экономические особенности той или иной территории, то мы увидим, что богатство это величайшее и разнообразнейшее. Например, Владимирская область – это, несомненно, то изначалие российское, где можно встретить очень много памятников XII-XIII века. Ивановская область – это вообще совершенно отдельное наследие. Я не знаю, почему Иваново до сих пор не раскручивают на всероссийском уровне, хотя мы прилагаем к этому все усилия. Иваново – это вообще единственный российский город, который возник вот по такой диккенсовской модели. То есть модернизация через промышленность, когда отдельные фабричные посады, объединяясь, становились, по сути, городом. В итоге мы получаем очень длинную такую колбасу, которая является вот таким промышленным наследием. Оно начинается где-то в Ногинске Московской области, и вот продолжается текстильный край, русский Манчестер до Иванова. Мы полвека возим наших сограждан по одному и тому же маршруту. Его условно можно представить, на самом деле, как треугольник, а не кольцо. Москва, Владимир, Ярославль, Москва. Дальше кто-то редко заглядывает. И этот туризм очень поверхностный. Это туризм, который создает одни и те же сувениры. Это туризм, в который местные жители вовлечены как экономические агенты, но активно они в этом не участвуют. И, естественно, каждый приезжий для них просто человек, которого можно ободрать как липку. В последние годы возникли новые пункты притяжения, которых нельзя не сказать. Например, Калужская область очень сильно продвинулась в плане туризма. В Калуге есть полотняный завод, имение Гончаровых. Но если говорить о начале 2000-х, это создание парка «Этномир», это создание парка «Воробьи», куда с удовольствием ездят москвичи, скажем, на выходные, на уикенд. И в смысле современного искусства, конечно, здесь лидирует Никола Ленивец и летние фестивали, которые проводятся во многих областях, например, «Пустые холмы». Для местных жителей это жизнь, для местных жителей это хоть какая-то возможность свести концы с концами. Чем еще запомнились 2000-е годы? Во-первых, это сочинительство некоторое, которое помогает выжить. Вот, например, город Мышкин Ярославской области, который на образе мыши, совершенно не относящийся никак, просто сделал себе имя. И вообще 2000-е годы – это своеобразный такой, что ли, раздел поляны сказочных героев. Вот, например, в Костромской области там один населенный пункт объявил себя родиной Снегурочки. Населенный пункт Кукобой в Ярославской области объявил себя родиной Бабы-Яги. Я не знаю, почему родина Владимира Ленина, Симбирск, ныне Ульяновск, объявил себя там родиной Колобка. Очень странные вещи, но тем не менее они туристов, очевидно, привлекают. И началось это с Великого Устюга, с Деда Мороза. На самом деле вот Дед Мороз и его резиденция – это попытка выйти из экономического кризиса 90-х, которая в значительной степени удалась. Из еще красивых и важных вещей, которые происходили в последние годы, я бы отметил создание, кроме ряда НКО, общественных организаций, такой вот сетки, которая называется «Ассоциация самых красивых деревень России». Туризм, он очень разный. Есть традиционный туризм, есть такой вот имперский, довольно токсичный туризм а-ля Рус, и есть туризм, есть хорошее слово «всратый», но оно не очень цензурное. Есть вот такой паблик замечательный, эстетика
отдаленных мест, эстетика ебеней. И люди уже целенаправленно, так как в Москве действительно все вылизано, они готовы ехать на разрушенные какие-то предприятия. И вот есть компания, которая специализируется на узкоколейных железных дорогах, и там все туры, все путешествия расписываются на несколько месяцев вперед. Тверская область. Самый непонятный, неизученный сейчас регион России, потому что он был очень сильно помят в Великую Отечественную войну. Его жителей много раз переселяли на различные стройки коммунизма в области, которые нужно было заселять. В последние 3 года в Тверской области наблюдается что-то удивительное. Там возродился культ Михаила Тверского, местного князя, который на самом деле с Москвой довольно успешно воевал в начале XIV века. Они там сейчас соборы восстанавливают. На самом деле, вот вспомним тот знаменитый случай, когда тверские чиновники целую ласточку взяли и приехали помолиться в Москву во главе с губернатором. При этом я напомню, что область занимает 64-е место в России по качеству жизни, это данные 2018 года, и занимает 2-е место в России по числу смертей от раковых заболеваний. То есть там не до духовности. Тверская область, она очень разная. У нее, конечно, огромный потенциал. Это город Торжок, который вот просто, наверное, столица моей провинции, то есть неухоженной провинции, провинции с благородной ветхостью, где не нужно заливать бетоном берега речек, как это происходит в Вологде, где все, ну, с поправкой на технический прогресс, конечно, за 200 лет не изменилось практически. И многие, на самом деле, шутят, что да, русские деревни и маленькие русские городки за последние 200 лет отличаются только тем, что появляются тарелки Триколор ТВ и другие всякие спутниковые штуки. При этом в Твери происходит разрушение знаковых памятников архитектуры, например, речного вокзала, который наделал много шума. Это опять же к тому, что речная цивилизация. Изначально Волга была главной дорогой. Никакие не вот эти шоссе, которые отходят от Москвы. Человек, который выезжал из Астрахани, доезжал до Нижнего, и потом ехал на Верхневолжье, как Александр Дюма, кстати, в середине XIX века, он о всей России, начиная от Кавказа и заканчивая вот областями уже к северу ближе, получал представление. И сейчас эта инфраструктура совершенно никому не нужна, и если эксплуатируется, то эксплуатируется последние годы варварски. Да, в Твери кое-что реставрируют, восстановили вот Путевой дворец, точнее, продолжают восстанавливать. Но при этом символ города, Морозовские казармы, которые в свое время построили как образцовое жилье для рабочих, сейчас являются такими вот рассадниками людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, и власть никак не хочет эти проблемы решать. Если говорить о Тульской области целиком, то там, конечно, тоже много было разрушений в ходе Второй мировой войны, но, тем не менее, довольно быстро была восстановлена промышленность, и очень трудно области пришлось после закрытия торфяных разработок, ведь на торфе, на отоплении торфом держалась вся послевоенная промышленность, потом целые поселки. Исчезали. Тула сейчас выглядит именно тем городом, который в рамках, ну, извините, существующей модели просвещенного абсолютизма 2.0 старается вкладываться в культурные проекты, в наследие. Ну, во-первых, в самой Туле сделали очень хорошую набережную, которая неплохо так коррелирует со старинным
Кремлем, который, возможно, строили те же мастера, что и Московский Кремль. Там, наконец-то, появилась пешеходная улица не по модели Московского Арбата, то есть совершенно безжизненная. Это улица, которая инкорпорирована в жилые кварталы, в исторический центр. Вдоль Оки сама собой как-то сформировалась такая вот рекреационная зона. Опять же, проект «Болотов-дача», который стал очень популярен среди москвичей. Дворцы Богородицка, Венева, Куликова поле. По Тульской области путешествовать интересно. Населенный пункт Рюриково, где совершенно прекрасная неорусская железнодорожная станция. И тут даже о Ясной Поляне забываешь, когда приезжаешь в Тулу, настолько глаза разбегаются. Там туризм уже дает дополнительные места рабочие. Сама Тула в последние годы создала ряд таких вот проектов, которые, с одной стороны, вроде копируют там какие-нибудь питерские ткачи или московский артплей, винзавод, флакон хлебозавод, но, с другой стороны, там это важнее, потому что послушать любимую группу, не выезжая за пределы города, сам вот на себе это ощутил. 5 лет назад в Туле некуда было сходить и негде было поесть. Сейчас там проводятся и гастрономические фестивали, есть несколько площадок, которые одновременно и лекционные, и музейные, и театральные. У нас получается, что, несмотря на такую относительную похожесть, все регионы вокруг Москвы давно выработали свои какие-то матрицы поведения. Тула и Тульская область, пожалуй, лучше всего сохраняют вот этот курс на развитие промышленности, объявленную недавно цифровизацию, откровенно не заигрывают со скрепами, хотя тоже ведут большую работу по восстановлению разрушенных в советское время христианских святынь. Но там не ощущаешь вот этого давления, которое происходит в Тверской области, где заброшены целые города, например, Вышний Волочек, который находится в ужаснейшем состоянии. Мне кажется, нужно Тверскую область наряду с Ивановской объявить пунктом номер 1 по спасению среди российских регионов. У нас все, конечно, требует ремонта, спасения, но Тверская область – это абсолютный маст для того, чтобы выделить деньги. Наследие не существует в вакууме, без пользователей. Для того, чтобы в храмы ходили, для того, чтобы усадьбы посещались, нужны не только туристы, которые вот по Довлатову набегают на пару дней в условную Псковскую область, нужно постоянное население, которое связывает себя с этим регионом и никуда особенно уезжать не собирается. Оно может путешествовать, оно может повышать образование, оно может пару лет пожить на Западе, но для него, скажем, родной Суворов Тульской области всегда будет основным плацдармом. Сейчас Москва высасывает примерно на 700-800 километров трудовые ресурсы. Вечные пассажиры плацкарта. То есть они выехали из точки А, доехали до точки Б, и постоянно вот так вот перемещаются в течение года несколько раз. При этом они и Москвы не видят. Они Москву воспринимают исключительно как центр, из которого можно выкачать некоторое количество ресурсов. Несмотря на то, что у нас население стягивается к Транссибу и к основным трассам, мы видим желание отдельных энтузиастов все-таки жить вне городов, и ведь статистика наша, она ничего не видит. Наша статистика абсолютно слепая, и этот перископ давно затянула тиной. Если мы проедемся по той же Калужской, Тульской области, мы обнаружим там и поселение неоязычников, мы обнаружим там
поселение, вот знаменитая история, как программисты там переехали в Калужскую область. То есть эти люди предпочитают просто с государством не связываться, и центральная Россия становится сложным организмом, который мы просто не видим, не знаем, и нужно чаще ездить и чаще изучать. А для меня, наверное, символ зримый такой возрождения всего, это всего лишь несколько грядок в Болотовском огороде в усадьбе Дворянинова Тульской области. Андрей Тимофеевич Болотов – это русский агроном, который впервые картофель и помидоры в России массово ввел в обращение. Там с удовольствием детишки копаются, взрослые узнают какие-то названия сортов. И это Россия потерянная, но в то же время Россия вновь приобретаемая. Символами новой России в 21 веке должны быть не проявление квасного патриотизма и не высосанные из пальца вещи, а вполне себе весомые, грубые, зримые, которые находятся сейчас в ужасном состоянии. Поэтому новое открытие центральной России, которая была искалечена и Сталиным, и коллективизацией, и войной в тех регионах, где прошлась, и ликвидацией неперспективных деревень, и массовым переездом в города, новое восстановление и жизни, и инфраструктуры, и социальных отношений в этих областях нас, конечно, несомненно ждет, потому что других вариантов нету. Стягивание России к Транссибу и вахтовое освоение остальных территорий с берданками – это самое худшее, что вообще может происходить. Время монополии на патриотизм прошло. Нам тоже есть что рассказать, что показать, и мы готовы это делать.